Каждое его движение выглядит необычным. Он наверняка знает, что сильные предплечья – это фундамент для любого силового вида спорта, и не только. Даниэль Штраус получил черный пояс по грэпплингу. Это англоязычное название ближнего стиля боя в единоборствах, модификация джиу-джитсу. А также он чемпион Европы 22 года по джиу-джитсу. Поднимал в одной руке 164 килограмма и в другой 100 килограмм, и использует подручный инвентарь в нестандартных вариациях. Вы на канале Workout Man. Разберем тему, опираясь на мой опыт тренировок с 2011 года. Погнали! Даниэль целенаправленно работает над координацией, любит начинать свои тренировки с таких упражнений, как жонглирование, танцы или что-то в этом роде, что требует координации. Однажды он разместил видео с боксером Усиком и повторил. Одно из любимых упражнений с ремнем для боевых искусств. Для этого упражнения ремень проходит над рукой между основой и средней фалангой, создавая огромную нагрузку на предплечье. Для развития щипкового хвата, а он обычно тренируется статично, поднять вес с пола и удерживать, есть динамические упражнения. Популярным снарядом в мире тренировок хвата, который используют для развития и тестирования силы щипкового хвата, являются блочные гири. Это концы гантелей, которые были отпилены. Блочные гири создают другой тип нагрузки, в них закругленные стороны. Но их сложно найти, и они дорогие. Дешевая, часто бесплатная альтернатива – это камень. Купленные или найденные камни бывают разных форм, весов, текстур и могут использоваться для тренировки щипкового хвата, как статично, так и динамически. Одно из лучших качеств блочных гирь, благодаря их компактному размеру, с ними можно выполнять множество движений, одновременно тренируя щипковый хват. Например, подъемы на грудь, жимы, а также броски и ловля. Самое популярное упражнение на динамический щипковый хват – это перевороты блина одной рукой. Хотя оно действительно развивает хват, Даниэль считает это упражнение опасным, особенно для новичков. Лучше использовать этот трюк как тест силы и не выполнять его регулярно. Более безопасная альтернатива – простое опускание и ловля блина. Самый безопасный и простой способ тренировки с дисками – это вращение диска и его передача из рук в руки. Хотя это можно делать и с двумя металлическими дисками, это более рискованный и продвинутый вариант. В последнее время Даниэль уделяет особое внимание изометрическим тренировкам запястий. За последние несколько лет он осознал важность сильных запястий и их вклад в крепкий хват. Рука работает наиболее эффективно в определенном положении, поэтому очень важно не давать ей выходить из этого положения. Именно поэтому он использует много изометрических упражнений для запястий в своих программах тренировок. Далее сила сжатия. Это классический тип силы, о котором люди думают, когда слышат слово «хват», и измеряется он при использовании динамометра. Самый узнаваемый инструмент для тренировки такого хвата – это эспандер с торсионной пружиной. Он специально создан для развития силы сжатия. Регулируемые эспандеры позволяют увеличивать сопротивление по мере того, как вы становитесь сильнее. Чтобы сжать эспандер, его ножки должны быть расположены на ладони очень точно. Это называется сет – установка. Этому можно научиться, но требует, понятно, времени и практики. Наблюдайте за тем, как размещается в руке у профессионалов. По этой причине его любимый инструмент для тренировки сжатия – это тренажер для хвата с регулируемым весом. Хотя сжимающая сила имеет некоторые преимущества, например, раздавить орех, крепко пожать руку тестю и набрать высокий результат на проверке с динамометром. Но в других случаях не так сильно и полезно, как другие типы хвата. Даниэль считает, что тренировка сжатия больше всего подходит новичкам. Важно построить хороший базовый уровень сжимающей силы, но после определенного момента отдача от тренировок снижается, и лучше время посвятить развитию других типов хвата. Тренировка хвата мало чем отличается от тренировки любой другой части тела. Выполняйте 3-5 подходов по 5-15 повторений в упражнении. Это уже даст хорошие результаты. Нужно следовать базовым принципам прогрессии нагрузок, постепенно увеличивать повторения или сопротивление. Даниэль предпочитает тренировать сжимающую силу в суперсете с тяжелыми базовыми упражнениями, которые не задействуют хват, такими как присед или жим лежа. Это не только экономит время, но и тяжелое базовое движение, которое активирует центральную нервную систему.
что дает лучший отклик с последующей работой на хват. Не переживайте, для тех, у кого нет доступа к специализированному оборудованию, есть множество вариантов тренировки. Используя штангу, гирю или гантель. Можно тренировать сжимающую силу, отпуская и поднимая вес только за счет движения кисти. Тренажер для хвата с нагрузкой блинами можно собрать из обычного оборудования в спортзале. Стойки, штанги, прямой рукоятки для блочного тренажера и груза. Упражнение сжатия грифа ему показал легенда тренировок хвата Дэвид Хорн. Предплечье опирается на ногу, а кисть поднимает и отпускает вес. Щипковый хват. Это когда пальцы противодействуют большому пальцу, удерживая какой-то предмет, как если бы вы держали книгу. Щипковый хват тренируется нечасто, но он очень полезный. Такие упражнения развивают не только кисть и пальцы, но и большой палец, который часто является слабым звеном. Сила щипкового хвата развивает силу всей кисти, большого пальца, запястья. Имея множество практических применений в реальной жизни, будь то скалолазание, борьба или перенос тяжестей, тренировка щипкового хвата доступна каждому, кто занимается в тренажерном зале. Металлические диски – идеальный инвентарь для этого. Толстый резиновый блин или 2 металлических диска – отличный снаряд для щипкового хвата. Их можно поднимать одной или двумя руками. Когда речь идет о ширине снаряда, который вы зажимаете в щипковом хвате, строгих правил нет. Для большинства людей снаряды толщиной 50-80 мм будут самыми удобными и позволят поднимать наибольший вес. Тем не менее, имеет смысл использовать и более тонкие, и более толстые варианты, чтобы развить всестороннюю силу. Щипковые блоки – это снаряды, созданные специально для тренировки щипкового хвата. Они менее доступны в спортзале, чем диски, но дают определенные преимущества. Их можно загружать до конкретного веса, поэтому прогрессия может быть небольшой, стабильной и более точной. Если же говорить об оборудовании для хвата, щипковые блоки – одни из самых дешевых снарядов, которые вы, скорее всего, найдете, но при желании вы можете сделать их и сами. Простой брусок из дерева толщиной 2-3 дюйма с вкрученным кольцом внизу. Все это дешевый, но эффективный самодельный блок. Диск и щипковые блоки можно использовать как для подъемов, так и для удержаний. Обе техники эффективны, хотя Даниэль больше любит удержание веса. Если вы тренируете подъемы, то выполняйте 3-5 подходов по 1-5 повторений. А вот удержание можно делать от 5 секунд до пару минут. Он рекомендует подходы от 10-20 секунд. Вы можете протестировать силу щипкового хвата, подняв одной рукой 2 металлических диска. 2 диска по 5 кг – это слабый уровень. 2 диска по 10 кг – хороший уровень. 2 диска по 15 кг – сильный уровень. Ну и 2 диска по 20 кг – это настоящий мастер хвата. Атлеты – мой личный тренировочный стаж с 2011 года, а обучаю других как тренер с 2019. На сайте доступны десятки отзывов. Если вам нужно улучшить базовую физическую подготовку с собственным весом или отягощениями, освоить силовые элементы или скорректировать питание, похудение или набор мышечной массы, свяжитесь со мной, чтобы приобрести персональный план. Сначала я отправлю анкету и дам подробную обратную связь, чтобы узнать ваш уровень подготовки, историю возможных травм и противопоказания. А также покажу видеопример того, как проходит наша работа. После этого вы сможете оценить формат, и я составлю индивидуальную программу. Контакты под видео. Также Даниэль любит тренироваться со старинным молотом циркового силача. Вес начинается с 8 кг, но от этого упражнение не становится легким. Если вы хотите развить силу, особенно если вы занимаетесь борьбой, у вас должно быть как минимум один молот в арсенале. А в его случае это целых 34 типа молотков разной формы и веса. Далее растяжка пальцев с резинкой. Это классическое упражнение для проработки разгибателей, которое помогает поддерживать здоровье и баланс предплечий и локтей. Он пробовал различные варианты и обнаружил, что эти упражнения гораздо более эффективны для проработки разгибателей. Для выполнения вариантов сгибания, разгибания и вращения может потребоваться более легкая резинка. Тренировка разгибателей предплечья важна для поддержания баланса и здоровья рук, особенно для предотвращения тендинита локтя. Даниэль пытается найти способы тренировать разгибатели, не держа ничего в руке. Это небольшой трюк, который больше задействует именно разгибатели, чем обычные обратные сгибания запястья.
Но, честно говоря, он не стоит таких усилий. Молотки. Поистине один из самых универсальных инструментов для тренировок. Рычажный принцип, создаваемый весом молотка, сосредоточен на одном конце, делает его невероятно полезным для тренировок. Особенно для развития силы запястий и рук. Дополнительное преимущество дает возможность раскачивать и наносить удары. Когда Даниэль видит в тренажерном зале большую гирю, то обязательно пробует ее поднять. Вот, например, подъем гири весом 164 килограмма и 100 килограмм, что в сумме составляет 264 килограмма обеими руками. А что делать, если болит запястье, кисть, предплечье? На протяжении многих лет поддержание здоровья предплечья было для него приоритетом. Одним из ключевых инструментов восстановления – это самомассаж. Он обнаружил, что боль в запястье и в некоторых случаях боль в локте, обычно с внешней стороны локтя, могут быть вызваны напряжением с внешней стороны предплечья. И благодаря эффективному массажу и снятию этого напряжения боль часто проходит. Конечно, ничто не сравнится с профессиональным массажем, но часто это невозможно. В настоящее время его любимый метод самомассажа предплечья – это использование штанги для придавливания. Скажу от себя, что такой способ вряд ли стоит пробовать самостоятельно без опыта. А что же подойдет для большинства? Чтобы не было тендинитов, тут Даниэль тренирует предплечья под разными углами. И на разгибание, на сгибание и так далее. Большинство людей тренируют хват только с помощью сжатия руки, будь то удержание штанги или турника. Такая однообразная работа хвата создает непропорциональную силу в сгибателях и часто приводит к тендиниту локтя. Решением этой проблемы это включение в тренировку упражнений на разгибателе. Поскольку это небольшие мышцы, они не требуют большого количества времени, но их тренировка поможет сохранить локти и предплечья здоровыми. Даниэль берет одно из упражнений и делает на каждой тренировке. А что же делать для увеличения предплечья в размере? Предплечье состоит из 3 основных групп: сгибателей, лучевой мышцы и разгибателей. Тренируя их, вы получите сбалансированный рост предплечья. Стремитесь к умеренному объему, выполняя 3-4 подхода по 10-20 повторений. Вес должен быть достаточным, чтобы вы достигли значительной мышечной усталости, но не доходите до отказа. Пример упражнений на сгибателе: сгибание запястий с кабельной рукояткой, сгибание запястий со штангой, сгибание запястий со штангой за спиной. Брахиорадиальная мышца: сгибание рук с гантелями, сгибание рук с перевернутыми гирями, сгибание рук по методу Зотмана. И разгибатели – это обратное сгибание запястий с опорой на скамью, ролик для запястий, крутить рукоятку к себе. Не требуется большой вес, здесь используется стандартная 20-килограммовая штанга с 10-килограммовыми дисками с каждой стороны. Идея заключается в том, чтобы вращать штангу вперед и назад. Сложность заключается в преодолении инерции, как для остановки движения, так и для его повторного запуска. Лазание по канату в домашнем тренажерном зале с низким потолком тоже можно сделать. Даниэль просил партнера по тренировкам опускать канат с той же скоростью, с которой он лазал. Это кажется сложнее, чем обычное лазание по канату, так как приходится приспосабливаться к опусканию каната во время лазания. В сочетании с толстым канатом это делает задачу чрезвычайно сложной. Динамический захват – это еще одно упражнение, которое он перенял от Джона Брукфилда. Идея заключается в том, чтобы схватить эспандер и сразу же с силой его закрыть. Но поскольку вы не можете поместить его в идеальное положение, это очень сложно. Даниэль советует попробовать это с захватом, который значительно слабее того, к которому вы привыкли. И все равно это будет для вас невероятно сложным. Это упражнение развивает способность сжимать с силой, несмотря на неудобное положение. Развивайте способность хватать предмет быстро в неидеальных положениях. Это применимо к скалолазанию и борьбе. Упражнения для разминки перед более тяжелой тренировкой хвата, а подходы можно строить по количеству повторений или по времени. Диапазон от 10 до 30 секунд подходит для большинства упражнений на динамический хват. Ну и еще подъем кувалды пальцами. Это невероятно простое и эффективное упражнение для пальцев. Кисти, предплечья. Просто держите локти прямыми и, используя пальцы, большой палец, поднимайте предмет.
Даже с легким молотком это сложно. После 2-3 повторений ваши предплечья устанут настолько, что пальцы будут двигаться, а молоток нет. При небольшой нагрузке это отличное упражнение для разминки перед поднятием тяжестей. А также для реабилитации, профилактики травм пальцев. При большей нагрузке это сложное упражнение, развивающее силу и выносливость. Попробуйте и поделитесь своим мнением в комментариях. Инстаграм атлета я оставлю в описании под видео. Хочу задать вам вопрос. Интересуетесь ли вы изучением силовых элементов? Стойки на руках, флажки, выходы на 2, передний вис, ласточка, горизонт и другие элементы, которые впечатляют внешне и одновременно развивают силу и контроль. Если вам нужны книги с подробными тренировочными планами, нагрузками и техникой выполнения, с фото, видео, напишите мне. Полный список элементов, ссылка под видео. Если вас интересуют силовые тренировки, загляните на вот это видео на канале Workout Man или просто напишите мне. Составлю программу тренировок под ваши цели. Все отзывы и детали на сайте.